Друзья, всем привет! Это новый влог на моем канале из Катара. Сегодняшний влог проведем вместе со мной день. Сейчас направляюсь привести себя в порядок, надо чуть постричься. Давно не виделись со своим барбером. Как приехал с отпуска, еще не виделись. Наверное, месяца уже полтора не виделись. Что, ребят, присаживайтесь поудобнее. Это новый влог. Погнали! Я уже говорил, что в Катаре передвигаюсь в основном на метро, если куда-то надо. Ну и иногда на такси, в основном на метро. Здесь очень все удобно оборудовано. Вот есть даже такой вот переход на другую сторону, чтобы попасть в метро. Тут такая широкая дорога, получается, раз, два, три, четыре, пять, шесть, наверное, 12-полосная. 3 проезжие части, получается, так вот. Вот. Многие рискуют и перебегают дорогу. Вот там вот прям, где автобусы стоят, вот так вот перебегают всю дорогу. Я же использую в основном переход. Это безопаснее и плюс не жарко. Здесь все вентилируемо, очень комфортно. Последние недели, скажем так, вернее, подешевело жилье в Катаре. Вот отель, в котором мы живем, сейчас еще дешевле стоит, потому что не сезон. Летом обычно они всегда делают какие-то скидки, чтобы привлекать больше людей. Начиная где-то вот с мая и до конца лета можно дешево здесь заселиться и на долгий срок. В Катаре сейчас уже становится реально очень жарко. Где-то вот с середины мая уже жарко на самом деле. По конец октября. Температура где-то 45, 44, 42 градуса. Так что, кто приезжает в отпуск, не советую в это время приезжать. Совсем. А если приезжаете, то вряд ли вы сможете насладиться в полной степени Катаром, погулять свободно, только вечером, наверное. Вечером плюс-минус еще нормально. Метро в Катаре очень чистое, здесь прохладно. И метро, кстати, я уже говорил, наверное, в роликах, оно беспилотное. Очень чисто, все новое такое, современные поезда. И разделены они на 3 вагона, получается, стандартные, где могут и мужчины, и женщины находиться. Также Gold, типа VIP такой, там немного мест, как в самолете сидят люди. И также есть Family, для девушек и для семей. Метро недорогое, 2 реала поездка. Своему барберу я не изменяю, всегда езжу к нему. Я с ним начал стричься, как только приехал сюда, вот в Катар. То есть больше года он уже меня стрижет. Он работал раньше вот у меня в отеле, барбершоп есть из Дании. И потом, спустя, наверное, месяцев 9, год, вот, открыл свой барбершоп. Барбершоп находится недалеко от того отеля, в котором мы раньше жили пару месяцев, Бин Махмуде, который. Я обзор о нем снимал, вот ссылочку оставлю, можете, кому интересно, посмотреть. Мы временно там останавливались. Вот. И мы с Низамом постоянно к нему ездим стричься, потому что хорошо стрижет и относительно Катара недорого. 50 реал стрижка стоит. В Катаре, кстати, в последнее время проблемы с покупкой долларов. Я обычно вот часто всегда перевожу валюту, безопасно храню. И вообще проблема. То есть не продают нигде. Там по 100, по 200 долларов максимум где-то можно выцепить. Это те, кто туристы приезжают и
и они сдают деньги. А так вот в последнее время вообще голяк. Сейчас попробую в один обменник сходить в Альфардан, там обычно есть всегда. В общем, я поговорил в обменнике, удалось мне купить некое количество USD, и мне сказали, что банки сейчас не особо выдают доллары обменникам, потому что у них банки продают по высшей ставке. То есть, если вы покупаете, допустим, грубо говоря, даже $100, $100 у вас еще 50 реал комиссии возьмут. 50 реал это где-то долларов 15 выходит. $1000 тоже, 1000 лимит вообще в банке, 1000 лимит в день, и $50 входит, 50 реал выходит комиссия, где-то $15. В обменниках же там выгоднее покупать. В обменниках вы платите по курсу, который здесь в Катаре, 3,65 покупаете, и всего лишь 3 реала, меньше $1 платите комиссию, неважно какая сумма, там $1000, $500, 3 реала комиссия, и все. Но нужно вот искать по обменникам, если кто-то сдает, тогда они продают. В Катаре многие живут вот таких вот, типа вот компаундах, и они ограждены забором. Достаточно безопасно, чувствуешь себя в безопасности, там и бассейны обычно есть, и сауна, и детская площадка, очень удобно. Но это такой прям, вот этот вот конкретно премиальный. Мы как-то здесь узнавали, сколько стоит в месяц. В месяц здесь стоит где-то $3000. Как в Америке. Китайцы прям тоже рвут арабский рынок. Чанган вот зашел. Очень много сейчас китайских автокомпаний зашли на катарский рынок. BYD тоже так же я видел. Chery здесь уже давно. В общем, нормально. Здесь китайских автомобилей по Катару ездят. Хотя погодные условия, казалось бы, как китайские автомобили будут переживать это? Нет. И вот я с таксистами общался, потому что многие на китайских ездят. Вообще довольны. Вообще, на самом деле, друзья, Катар сейчас экономически вроде стабилен, да, но нет такого супер роста быстрого, как в Дубае. И многие пооткрывались на фоне чемпионата, то есть бустанули и сейчас закрываются. Многие компании уходят с рынка, рынок переполнен, в том числе ритейл, люкс вот этот вот переполнен. Население совсем маленькое, местных тут 350-400 тысяч, всего там 2 миллиона с плюсом. Вот. Поэтому с работой сейчас тут напряг. Не пишите мне по поводу работы, где, как, что найти. Ищите через агентство, но не ждите каких-то баснословных там цифр. Сейчас реально сложно найти хорошую работу здесь в Катаре. Все, наконец-то постригся. Как всегда, отлично. Кадыр стрижет классно. В Катаре сложно найти хорошего барбера, поэтому я контакты его оставлю, кому надо, кто живет в Дохе, можете прийти к нему постричься. Вот эта дорога Сальва Роуд называется. Одна из самых вообще таких вот загруженных дорог. Сложно здесь постоянно перейти, приходится долго ждать. Нет никаких навесов под ярким солнцем, конечно, это проблематично. Вообще в Катаре могли бы что-нибудь придумать, сделать какое-то решение для пешеходов, потому что порой приходится очень долго ждать зеленого света, чтобы перейти дорогу. Пока есть время, хочу сходить в автосалон подержанных автомобилей, посмотреть, сколько здесь что стоит. Вот здесь недалеко. Если бы не так далеко было, я бы не поехал. Но вот здесь буквально метров, наверное, 200 есть салон. Я посмотрел по карте. Посмотрим, что там продают. И вообще, в какую цену. Сравним с нашими ценами. Так как бизнес плохо идет в Катаре, очень много заброшенных зданий сейчас пустует. Вот, например, одно из них. Здесь раньше, я помню, была швейная. Здесь была какая-то кафешка. Сейчас все закрыто. Все пустует. Кому надо, ребята, заезжайте, открывайте бизнес. Вот все пусто. Sorry, we are closed. Все закрыто. Малому бизнесу в Катаре тяжело выживать.
либо какой-то идеи вы берете крутой, чтобы покупателя прям захватить, либо вы какие-то услуги оказываете. Ну вот типа а-ля маленькие какие-то такие вот прачечные или маленькие пошивочные кафешки слабо здесь идут. Close, yeah? Такой вот Mercedes GLS 500. Черный. 149 тысяч реалов. Я в доллары переведу потом. Где-то около 30-40 тысяч долларов стоит. Посмотрим изнутри салончик. В принципе, состояние неплохое. Руль деревянный. Пробег небольшой. 58 тысяч километров. What options does it have? Massage, ventilation? Yes, it's full. Full options, yeah? Also massage working? Everything is working? You can work. What would be the last price for this GLS? Last price, yes. You provide? Yes, last price, what will be? We will talk with the manager about it. This is your car or this is client's car? This is client's car. Client's car, окей. Вот такая S-ка также есть. S560. 18 года. 230 тысяч, 47 тысяч пробега. И вот рядом стоит рестайлинговый GLS. GLE, это 450, 248 тысяч. Все это клиентские тачки на комиссии. Сколько интересно, Range Rover Sport стоит. 515 тысяч, 2023 года. Новый полностью. Такой вот красавец. Машин немного здесь. Вот Майбах также там есть у них. Майбах. Какую цену, интересно? 170 тысяч. Где-то 45 тысяч долларов. 2016 года. Вот есть белый такой. 95 тысяч. 50 тысяч долларов. Такой вот Майбах. Мустанг. 268 тысяч. Dark Horse. Какая-то лимитированная, наверное, версия. Dark Horse. Дорогой. Такая тачка. Также Bentley здесь есть. Bentley Bentayga. Цена 425 тысяч реал 2019 года. Я сравню потом цены с нашими ценами. Интересно посмотреть. Но вот этот GLS ничего такой. Цена приемлемая. Но везти нет смысла отсюда тачку. Дорого обойдется. Такой S-класс. Внутри салон неплохой. Чистенький. Но руль уже пошарпанный видно. Такой здесь пошарпанный. Хотя пробег у него 47 тысяч всего лишь. В общем, врут они по пробегу, сматывают пробег по-любому. На 47 тысяч автомобиль не может так выглядеть. No, not so. Okay, but as I can see, even on that car I noticed
The mileage is not real. The mileage is fake. They make it less. 30-50 kilometers mileage is almost like new car. They cannot make it. They can. We made make it in Russia. Why they cannot make? No, here it's impossible. Possible. You bring computer and you can make everything. You can make even zero. No way. Yes, even this Mercedes. People who want to sell, they will make it. Because even I see the condition of the interior, it looks like it was driving like 200 kilometers, really. Look, the wheel is already scratched here. I mean, the paint is lost, its color. It cannot be, it's impossible if it's 40,000 kilometers. It's 40, it's nothing for Mercedes especially. The client doesn't care, yes? We can check it all car before buying. Yeah. Of course, you can go to the garage. Will not touch? Okay. Все на месте. Ну, машину не делали, видимо. Yes, this one not used, yes, as I can see. But the mileage is not real, for sure. Друзья, на сегодня свой влог закончу. В общем, могу сделать такой вывод, что вот сколько я по автосалонам не походил, это вот заканчивая про автосалоны, могу сказать, что в автосалонах они ничего не знают о машинах. Они продаются скрученными пробегами, и это очевидно, что пробег скручен. Вот конкретно в этот вот автосалон, в который я зашел, Exotic Cars называется он, кстати. Я поинтересовался по автомобилям, элементарные какие-то вопросы. Сервисное обслуживание, когда, как часто масло менялось, что было сделано с автомобилем, бито, крашено, не крашено. Ничего не знают вообще. Мы сейчас свяжемся с владельцем, сейчас мы него спросим. Ё-моё, вы же машины продаете, вы должны знать. Ничего не знают. В общем, и цены, кстати, честно говоря, не особо отличаются от наших цен. Поэтому, если рассматривать для покупки автомобиль, чтобы перепродать в нашей стране, нет смысла абсолютно никакого. Здесь выгодно для себя покупать автомобиль новый из салона. Такой сделаю вывод сегодняшнего видео. Так что, ребята, лайк, подписка. Всем пока. Мимо